Добрый вечер. Добрый вечер всем. Сегодня четверг. Я обещала сегодня показать, как делать пион. Очень рада всех видеть. Как вы быстро присоединяетесь. Привет, привет всем. Пока присоединяйтесь, я немножко тоже расскажу. Завтра у нас пятница, да? У всех завтра черная пятница, а это значит день скидок, да? Поэтому у нас тоже будут скидки. Мы сейчас подождем, пока больше людей присоединится. Очень рада всех видеть. Мои девочки, не мои девочки. Очень рада всех видеть. Я пока подготовлю, что мне нужно. Ждали. Я вижу, что ждали. Я очень рада, что ждали. Я пока подготовлю насадки, чтобы мы зря время не теряли. А то в тот раз у нас... Добрый вечер, очень рада вас видеть. Я тоже, Наталья, очень рада видеть. Всех рада очень видеть. Хорошо меня слышно, девочки? Слышно, видно. Я сегодня просто одна, я еле-еле подключилась. У меня ничего не получалось. Эфир сохранится. Девочки, а здесь даже если соскакивает эфир, он сохраняется автоматически. И все ваши комментарии, все сохраняется. Поэтому привет, Надя. Привет, привет. Всем привет. Я сегодня выставила свои букеты. Обычно я этого не делаю. Вот. Сегодня что-то мне одна ученица написала, говорит, почему вы не выставляете, не показываете букеты? Я говорю, не знаю. Сегодня, говорит, выставите, покажите что-нибудь. Я говорю, ну покажу. Поэтому сейчас поближе покажу букетики, покажу, какие пиончики мы будем делать. Я как раз... Так, все слышно и видно, да? Прекрасно, все хорошо слышно и хорошо видно. Потому что у меня тут контролировать некому. Я сегодня одна. Мой помощник на тренировке. Вот. Попозже уже подъедет муж. И тогда уже, если будут какие-то вопросы, я думаю, он мне поможет. Здравствуйте все. Прекрасно выглядите. Спасибо, Светочка. Большое спасибо. Я очень вообще рада всех видеть. Своих девочек и новых девочек, кто подписался, да, после того эфира в четверг. И, кстати, очень много людей подписались. Я очень рада, что вам интересна моя страница. Сейчас немножечко расскажу. Еще добавятся люди, расскажу и покажу. Кто у меня спрашивал программу очного мастер-класса сейчас, да, по городам, я сейчас покажу. Вот, мы даже немножечко еще добавили ее, добавили в нее пион. Вот, мы недавно приехали из Казани и с девочками успели даже сделать еще пион. Как раз таки такой пион, который мы будем делать сегодня. С пушистой серединочкой, с травкой. Вот. Пока присоединяются, я расскажу, что нам нужно будет. Нам нужны будут плотные мешочки. У меня такие есть прозрачные, есть синие. Сейчас я покажу мой рулон. Вот, бывают мешочки вот такие. Бывают мешочки вот такие прозрачные. То есть плотность у них хорошая. Я пользуюсь всегда плотными мешками. 80-100 микрон. В Казани было супер. Гульнас, привет, 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 мои девчонки. Вот, у меня что-то тут с экраном. Все худеют на диете, просят зефир ПП. Да не нужен он зефир ПП. И так зефир не очень сладкий. Мы его едим не каждый день, поэтому можно себе позволить. Скушать пару зефиров, все нормально.
хорошо. Пусть едят, надо уговаривать. Делайте зефир с меньшим содержанием сахара. У нас в зефире не так много сахара, поэтому мне его постоянно заказывают. Хотят его есть. Говорят, что он не очень сладкий, что его хочется кушать. Так, расскажу пока, что нам понадобится, да, а сейчас побольше присоединится людей, я расскажу о курсах, о скидках, которые сейчас будут действовать. Смотрите, нам понадобится агар. Я беру вот такой агар, стоит, очень хороший агар, сила 900 и 1000. Можно и тот использовать. Беру плотные мешки. Вот, мы сегодня еще будем делать, как в прошлый раз, на стерилизованных белках. Эти белки я покупала в Метро. Вот, что еще хотела рассказать. Я пока обработаю спиртом миксер, сотейник, чашу. Добрый вечер, можно на следующий эфир новогодний яблочный шарик. Яблочный шарик, так это же проще простого. Новогодний яблочный шарик. Посмотрим, что мы будем в следующий раз делать. Мы сегодня сделаем пион. Я пока обработаю все. Я сегодня миксер поставлю здесь. Просили просто девочки поближе. Ну, у меня здесь свет на миксере. Я не знаю, будет ли видно. Мы отключим тогда свет на лампе. И на миксере пусть горит. На миксере свет у меня не отключается. Поэтому я его не могу отключить. Так. Просили ППшный зефир, да? Я не по ПП зефиру, девочки, я его не понимаю. Вот. Можно его делать на фруктозе. Добрый вечер, очень рада встретиться вновь. Юлечка, привет, привет. Моя ученица Юля. Очень рада всех видеть. Тоже висит. Нет, девочки, все нормально. Перезайдите. Мандаринки, девочки, я не делаю. Фрукты я не делаю. Я делаю цветы. Могу сделать грибы, пельмени. Вот. Ну и то я их не выставляю. Ну, я не знаю, девочка. У меня все хорошо. У меня ничего не виснет. Все в порядке. Связь хорошая. Поэтому все нормально. Я думаю, все нормально. Нам понадобится сотейник. У меня сотейник, кстати, из Икеи, обычный, да. И, кстати, очень хороший. С него все сливается полностью сироп, ничего не остается на дне абсолютно. Вот. Венчик, лопатки, я все обработаю. Так, вроде бы людей стало больше. Пока расскажу, давайте, что у нас за скидки. До 25 числа у нас действовала скидка на новогодний букет, онлайн-курс, новогодний букет, он в записи. Стоит он 2690, вот, до 25 числа. И плюс полный курс до 25 числа тоже стоит со скидкой. То есть 8000 вместо 10. Сейчас до 1 декабря мы продляем скидку. Делаем скидку на курс «Королева хризантема». Он стоит у меня 2000. Кто знает, да, девочки у меня, кто учится на хризантемах. Вот. Сейчас его можно будет приобрести за 1500 вместо 2 до 1 декабря. Вот. Курс новогодний мы тоже продлеваем. Также его можно будет приобрести за 2690. И полный курс можно будет приобрести не за 8, а за 7000 вместо 10. Все курсы остаются в постоянном доступе. Да, я сразу говорю, что больше вопросов не было. У меня куча очень вопросов. Добрый вечер, мои девочки. Вот, просто очень много вопросов. Все курсы мы сделали в постоянном доступе. Вот, есть обратная связь, чаты в Телеграм, и на полный курс, на курс по букету, на курс по хризантемам. Также у меня есть курс. У меня буквально вчера несколько девочек спрашивали по зефирным десертам. У меня есть очень хороший курс, это самый первый мой курс
Он проходил в прямых эфирах. У меня на странице его нет, у меня он есть в запрещенном, в Инстаграм, да, там. Очень хороший курс, он недорогой, стоит 1900. Вот, там у нас также рождественский венок, эскимо зефирное в шоколаде, в баночках зефирные десерты, очень много завитушек рецептов, в сильно-натуральном пюре, вот, на соки, то есть очень много, и все в прямых эфирах. К этому курсу обратной связи нет, но он очень подробный. Если какие-то вопросы возникают, я девочкам отвечаю, то есть в личку, да, ну, в принципе, вопросов по тому курсу нет. Очень полезный к Новому году. Вот, там у нас и шапки, и снежки, и также грибы есть у нас, и мы там варим и карамель, и мармелад, и конфитюр, и многое-многое другое. Поэтому очень много рецептов, даже у нас птичка есть смородинная, по-моему, там очень много рецептов. Он у нас шел с ноября по Новый год в том году, поэтому сейчас он тоже есть, он действует. Поэтому, если кто хочет приобрести, можете написать мне только в мою личную страницу, пожалуйста, я вам информацию смогу дать только туда. В сообществе, к сожалению, не умею я отправлять информацию, мне не получается в этих сообществах, в сообщениях, вот. Поэтому, кто хочет, может написать после эфира. Вот, по скидкам все рассказала, по очным мастер-классам. Очный мастер-класс у нас сейчас программа новогодняя тематика, а цветы у нас, в принципе, остаются те же. У нас хризантема, ранункулюс, роза, гортензия, пион мы туда добавили. Вот, также мы делаем забыла, как называется цветок, девочки, кто-нибудь скажите, у меня уже в голове каша. Вот, шишки, снежки, вот. И, короче говоря, по-моему, все, да? Сейчас я его покажу. Дожила, забыла, как цветок называется, девочки. Вот такие мы букеты делаем сейчас на очном мастер-классе. Вот. Можем делать другую цветовую гамму. То есть после мастер-класса вы можете делать обычные букеты, да, только без шишек и без вот этого зимнего цветка. Поэтому, если мы успеваем с девочками, мы делаем больше программу. Сетия, точно, забыла, как называется. Боже мой, вообще уже голова кругом. Вот. Поэтому сейчас следующий город у нас Сургут. Мы немножко изменили расписание. Мы не едем в Минск. Вот, да, Понсити, все пишут. Спасибо большое, девочки. Вот. Мы едем в Сургут. Кто ждал Сургут, можно еще записаться. У нас, по-моему, 3 места, если не ошибаюсь, или 2, или 3 места осталось. Так что, если хотите, можете записаться, да, на Сургут. Вот, следующий у нас Москва, Благовещенск и Челябинск, кому интересно. Вот, после выходных мы выставим расписание на 2023 год. У нас будут новые города, будет Пермь, будет Тамбов, по-моему, да? Да, Тамбов. Будет что-то еще, какие-то еще новые города мы включили в расписание. Поэтому, кто хочет следить за расписанием. Вот, очень рада видеть, Тамара, очень рада видеть вас тоже. Все, давайте тогда начнем, да? У нас уже больше 170 человек. Сегодня мы сделаем зефир на джеме. У меня, к сожалению, холодное и замороженное пюре, поэтому я перетерла джем. Вот, джем я брала Рико. У нас в Дикси продается он, да. Есть он еще, по-моему, в фикс-прайсах. Девочки брали в ленте. В Челябинске мы будем в конце месяца. У нас есть расписание, ниже пройдитесь на страничке моей. По-моему, 25-26 числа у нас Челябинск. Вот. Мы сделаем на джеме сегодня. Сделаем пионы. Я на прошлом эфире делала розочки. Крупной насадкой мы делали маленькие большие розочки. Вот. Я собрала из него букет. Сегодня тоже мы постараемся, сделаю пионы.
Будем делать не крупные пионы, чтобы мы собрали из него полностью букетик. Краснодар, Ставрополь запланировали. Да, Краснодар, Ставрополь тоже просят. Вот, мы его планируем. Какие именно месяцы, я точно не помню, но Краснодар и Ставрополь будет весной уже, потому что у нас мы начинаем где-то с середины января. Январь-февраль уже у нас расписан, вот, а дальше уже будут наши повторные города, как всегда, Санкт-Петербург у нас первый, Москва, вот те города, которые очень много хотят учиться. Светлана, жду. Да, вы мне писали, вот, вы у меня уже на онлайн-курсе. Очень рада, что после онлайн-курса девочки идут на мастер-класс. На очном мастер-классе, конечно, все-таки там больше информации. Вы можете почувствовать массу. Вы находите много очень ошибок на очном мастер-классе. Онлайн-курсы тоже у меня очень подробные, но все равно не все могут воспринять информацию онлайн, да, поэтому, конечно, если у вас есть такая возможность, вот, попасть на очный мастер-класс, лучше, конечно, попасть, потому что, девочки, потом я предоставляю все видеоуроки, все рецептуры, вот, у вас все есть в постоянном доступе, плюс бонусных уроков очень много, плюс я даю в подарок мой онлайн-курс «Королева хризантема», там 7, по-моему, хризантем разными насадками, вот. Мы на мастер-классе проходим одну, а там у вас уже будет 7. Потом я спокойно за девочек, они работают, даже у кого плохо получалось на очном мастер-классе, потом просто я сама в шоке от того, что получается потом. То есть вы можете спокойно дома сесть, смотреть видеоуроки, просмотрели 2-3 раза, сделали цветочек. Девчонки у меня молодцы, отрабатывают все цветы, постоянно скидывают в чаты. Я везде в чатах остаюсь, я не удаляюсь после очных мастер-классов, чтобы потом помогать вам разобраться там, может быть, в рецепте, может быть, все у вас там есть, и как сделать упаковочку, и все. Поэтому вся информация у вас после мастер-класса есть. Я вас не бросаю. Оренбург мы посмотрим. Пока смотрим Оренбург, возможно, мы его поставим. Вот. Но просто бывают такие города, которые просят очень много, но собирается группа неполная. К сожалению, когда группа неполная, мы не можем поехать. Алена, привет. Вот. Привет, тоже рада очень видеть. Вот. Посмотрим. Записываться нужно заранее, девочки, чтобы мы понимали, ехать нам в тот или иной город или нет. Есть города, в которые мы летим. То есть это очень далеко и затратно. Поэтому, конечно, нам нужно набрать полную группу. Соответственно, да, мы снимаем квартиру, студию, и это затраты. Поэтому мы не можем поехать там на 5-6 человек, нам нужна группа полная. Вот. Буду рада всех видеть на своем очном мастер-классе, на онлайн-курсах. Вот, онлайн-курсы у нас со скидками. Кто, если пропустил, просмотрит эфир или же напишет мне в директ. Все, а мы будем начинать. Что нам понадобится? Нам понадобится насадочки 874, вот такая изогнутая роза для пиона. Нам понадобится вот такая травочка. Она у меня с номером или нет, не знаю. Ну, без номера, наверное, без номера. Вот. И вот такая насадка для оснований. Здравствуйте, кто присоединяется. Вот. Добрый вечер всем. Мы уже будем начинать, да? То болтаем, уже мы болтаем. Много болтаем. 20 минут. Вот. Я потом позже покажу букетики поближе. Я сегодня выставила букетики. Мне потому что сегодня сказали, почему я не выставляю, не показываю свои букеты. Вот я их выставила. Я ставила травку. Сразу готовим все насадки, мешочки, лопатки. Все. Так, вставляем плотные мешки. Отдельно берем мешок для зефира. И отдельно вставляем для насадочки.
Мы будем делать сегодня также на 60 грамм белка, как мы делали на прошлый четверг. Группа сколько человек? Девочки, группа 10 человек, 10-11 бывает, если я вижу, что девочки с опытом, то есть бывают, вот такие как вот Питер, у меня были девчонки мои, у нас было 13 человек, но там были девочки, которые уже, то есть с хорошим опытом, которые у меня уже были на второй, на третьей программе, кто-то пришел 4-й раз, то есть на другую программу. Поэтому, если у меня группа собирается половина опытных девочек, я смело беру 12-13 человек. Но если больше новичков, то не больше 10. А новичков у нас всегда много. И букеты у нас у всех шикарные, цветы шикарные. Очень вообще я радуюсь, когда у девчонок эмоции, когда получаются цветы красивые, когда человек не думает, что вообще может такое сделать. Это, конечно, очень приятно. Радуюсь вместе с девочками, вот, и на мастер-классе, и потом. Поэтому, кто хочет, приходите. Атмосфера у нас классная. Если можно, чуть погромче. А как погромче? Это не у меня. Сейчас посмотрим. Это у себя сделайте погромче. Сейчас посмотрим. Но у меня, по-моему, звук на всю. Да. Это не у меня, это у вас. Фишечки я приготовила. Все. Мы подготовим агар. Агар у меня силы 900. Так, еще я на насадочку подготовлю на мешочек. Ой, на трубочку нашу. Я хочу сделать основание. На основаниях. Добрый вечер, Любочка. Добрый вечер. На основание мы возьмем большую насадку. Трубочку. Можно брать большую звезду, если у вас нету трубочки, да, не обязательно. Но мне удобно работать именно с гладкой, да, с такой резьбой. Так, и еще я приготовлю, хочу сделать все-таки листики на бутончиках, на пиончиках. Название джема Рико. На Махееве сразу говорю, я не работаю, и девочкам не говорю, чтобы работали, потому что Махеев, там очень много пектина, а много пектина съедает белок. По моим дозировкам нужно его класть меньше, если вдруг работать, да? Вот, или же больше белка добавлять. Из него получается зефир резиновый. Если, конечно, правильно подобрать дозировку, то он не будет резиновый. Вот, взвесим агар. Агара нам понадобится 8 грамм. На 60 грамм белка мы будем использовать 8 грамм агара, 900 и у меня агар. Делать цветы насадкой 123-125. Можно, но это будет очень маленький. Вы лучше купите большую насадку, да, вы сможете отработать массу. Просто давите на мешок немного, да. Вовремя главное срезать лепесток, и будет все красиво. Так, 8 грамм агара. Добавляем холодную воду. ...220 миллилитров у нас холодной воды. Рецепт я потом напишу. В принципе, рецепт в тех же дозировках, да, я подбираю всегда одни и те же дозировки, стараюсь, чтобы у меня девочки на курсах не путались, да, с тем или иным рецептом. Поэтому дозировки стараюсь подогнать под одну рецептуру, чтобы было удобно работать. Все, ставим мы на плиту, даем закипеть и потом добавляем сахар, инвертный сироп. У меня сегодня мед, я не успела сварить инвертный сироп. Здравствуйте, привет из Екатеринбурга. Привет, Леночка, привет. Так. Прибыли мои помощники. Сегодня я буду использовать мед, потому что не успела. Я весь свой сироп иззефирила.
Так, а сколько джема класть? Сейчас я все скажу, девочки. Сейчас я намочу свою салфетку. Так. Джема нам понадобится. У меня весы в миксере, поэтому в весах мне неудобно взвешивать очень. Вообще люблю этот миксер. Сейчас чуть-чуть тут его протру. Даем закипеть сиропу. Сироп мы варим без градусника. Я вообще никогда не варила сироп с градусником. Здравствуйте, кто присоединяется. Показать джем. А где остался у нас джем? Сейчас я покажу. Есть у нас джем. У нас сегодня вот такой манго-груша. Вот. Сейчас очень большой ассортимент у них. В ленте очень много. И слива, и вишня, клубника, и смородина, и все-все-все. И мандарины, апельсин, и лимон. Добрый вечер. Добрый вечер, кто присоединяется. Я пока включаю миксер, выключу свой телефон. У нас переноски больше нет. Пока зарядку выключу. Собьем зефир, потом включим. Так. Надо переставить. Сейчас, секундочку, я тут с переносками повоюю немножко. Подключусь. Так. Поехали дальше. Белка нам понадобится 60 грамм. Каким цветом будем делать пионы? Так, классный джем. Да, из него получается прям белоснежный. Мы с девчонками на мастер-классе тоже на нем делали. Подскажите, от вкуса джема количество других ингредиентов меняется? Не поняла вопрос. Не поняла вопрос. Может быть, вы как-то не так написали? Все, у нас закипел агар. Получился такой кисель. Добавляем мед или имбирный сироп. Ты еще не подключился? Пока не могу читать вопросы, девочки, очень быстро. Потом, если что, повторите, да? Из Тюрина. Джем Рико у нас, девочки. Миксер у меня Kenwood. Kenwood патиссьер, не Cooking Chef. Не самый дорогой. Нам нужен или инвертный сироп, или мед, или глюкозный сироп. Я работаю на инвертном всегда. Так, если джем апельсиновый, количество агара меняется? Нет, конечно. Почему? Нет, ничего не меняется. Если вы используете апельсин, прекрасно взбивается. Звук убери. Единственное, какой джем взбивается хуже, это лимон, имбирь. Но там можно больше белка добавить, да, тоже. Чуть-чуть он хуже взбивается, но в принципе взбивается нормально. А апельсин, мандарин взбивается отлично. Так, агар, можно положить в кипящую воду? Нет, конечно. Заливаем агар холодной водой обязательно. Иначе он у вас станет комочками. Добавляем сахар. При заказе насадок с промокодом
Да, 10% скидки будет при заказе, если вы у Владимира заказываете насадки. Амина 2022, и будет вам 10% скидка. Так. Да, вкусно. У меня девочки делают на нем. Сахар. Дозировки я потом, девочки, все пропишу. Мы не будем заостряться сейчас. Сколько меда? Меда нам понадобится 60 грамм. Ну, не обязательно тоже класть 60 грамм, да. Можете положить меньше немножечко меда там или инвертного сиропа. Просто замените потом его сахаром. Главное, чтобы он у вас был. Вот, чтобы ваш зефир очень быстро не кристаллизовался. Поэтому нам он нужен. Вы можете готовить и без него. Но ваш зефир будет срок годности от 3 до 5 дней. То есть потом он уже кристаллизуется. Спасибо всем, кто меня знает и пользуется услугами. Агар, сколько нужно добавить? Агара нам нужно будет 8 грамм на 60 грамм белка. Девочки, если вы не успеваете, допустим, выработать массу, возьмите, добавьте на 1 грамм агара меньше. Или же добавьте больше сахара. Чем больше сахара в зефире, тем медленнее он застывает. Букетики красивые. Я потом поближе покажу, чуть-чуть поближе. Тут у нас и герберы, и пионы, и розы, и гортензии. Чего у нас там только нет. Я сегодня выложила свои букеты. Так, добавляем белок. Мы будем использовать стерилизованный. Девочки, не будем заостряться на рецептуре сейчас, потому что мы так отвлекаемся на один и тот же вопрос 1000 раз. Я потом все пропишу, все рецептуры будут. Размеры здесь разные букетов, не 3. Такой шум. Размеры разные букета. Вот этот маленький букетик. Но у меня полукруглые подложки, поэтому они кажутся прям огромными. Так, на 60 грамм белка нам нужно будет, сейчас скажу, где-то 120 грамм джема. Или же вы можете использовать пюре с сахаром, да, если вы готовите пюре с сахаром, я тоже его делаю и использую в тех же дозировках. Но сахар я кладу не 1 к 1. Сахар я кладу 1 где-то, если я делаю килограмм ягод или фруктов, я делаю где-то 700 грамм сахара. 1 к 1 это очень много и очень сладко получается. Сахарную пудру зачем? Дороже обойдется, возьмите сахар. Для чего? Один такой букет сколько стоит? Цены разные, девочки, букетов. Поэтому у всех разные цены и у всех разные регионы. Я дешево свои букеты никогда не продавала, даже когда жила в селе, в деревне. Поэтому это ручная работа, а свою работу надо ценить. Свое время прежде всего. И не отдавать по 1000 и по 1500 ваши букеты. Скажите, пожалуйста, пастеризованный белок можно использовать с альбумином? А зачем его вместе с альбумином использовать? Если вы используете белок пастеризованный, тогда используйте только его. А смешивать нужно ли? Если работаете на альбумине, работайте на альбумине. Многие работают на нем, я на нем не работаю, я его не люблю. Поэтому
А смешивать не экспериментировала. Попробуйте. Есть ли отличие при добавлении глюкозного сиропа? Глюкозный сироп есть. Глюкозный сироп притягивает влагу. Я его не использую. Вот. Он заменяет сахар, то есть уменьшает сахар в зефире. Креветный сироп не уменьшает сахар. Вот. Это получается как искусственный мед. Но и то консервант. Тюльпаны получатся тоже из этого рецепта, просто плотнее. Взбивать нужно массу и на 1 грамм агара добавлять больше. Так, примерно 2500 букет будет. Конечно, больше. У меня нету по 2500 букеты. От 3,5. По 2,5 не продаем. Я считаю, что это очень дешево. Вот такой букет герберов 3,5-4 тысячи. А остальные уже еще, конечно, больше. Все, включаем миксер. Сейчас будет шумно. Я немножечко наклоню сюда, чтобы вам было видно, как взбивается масса и какая должна быть масса. Мы сегодня остановим. Покажу, какой должен быть белок взбитый. Сначала взбиваем на меньшей скорости, на средней, а потом будем добавлять. Сироп, девочки, должен кипеть очень хорошо, то есть чуть выше среднего должна быть температура. Да, свой труд надо ценить. Самое дорогое – это ваше время. Этому надо научиться. Многие тратят на обучение немаленькие деньги. Кто-то ездит на очные мастер-классы, приобретают плюс онлайн-курсы. Дорога, все это, если вместе сложить, да, то есть получается такая довольно-таки кругленькая сумма. И потом, чтобы продавать букеты за 1000, за 1500, это вообще, я считаю, что преступление. Даже многие скажут сейчас: вот, нам хорошо, вы в Москве, а мы там живем, там где-то в селе. Я тоже жила в селе, я из деревни. Там у нас было сколько? 6 улиц, да? 6 улиц. Вот, всего там 3 магазина. Но я никогда не продавала свои букеты даром. Ни торты, ни букеты, ни пряники. Вот, не шоколад, то есть я ценила свой труд. Главное делать качественно и вкусно, и у вас будет хорошая база. Да, миксер у меня с подогревом. Я его покупала специально для зефирных флористики. Обычный зефир я делаю на обычном миксере, то есть можно его делать без подогрева. Но когда вы делаете цветы, особенно на большое количество белка, вот, или маленькими насадками, да, такие как вот хризантемы, такие цветы, которые совсем маленькие насадки, да, или же вот 125-я насадка, вот, 227-я, 80-я, то есть, конечно, вам подогрев нужен. Чем отличается зефир взбитый на миксере с подогревом и без? Массы получается больше, она получается пышнее, и состояние белка, когда он взбивается, совершенно другое на вид. Многие девочки, когда были на мастер-классе, я вожу с собой миксер, то есть они видят разницу, очень многие уже его приобрели. Поэтому подогрев вам дает время отработать цветы, как минимум минут 20 плюс, а за 20 минут можно ого-го сколько сделать. Здравствуйте, будет рецепт в конце. Обязательно будет рецепт. Добавляем скорость миксера. Эфир сохраните. Да, конечно, девочки, даже если соскочит эфир, не отключайтесь, мы сразу перезайдем, как было в тот раз. Вот, и все у нас сохранилось. Здесь эфиры автоматически сохраняются
Леночка, Леночка, Анне, привет. Добрый вечер из Испании. Привет, привет, да, я ж с ней здороваюсь. Куда-то ты пропала? Я сейчас недельку дома, так что мы с тобой можем связаться. Мы с тобой собирались там с миксером разобраться, так что я на связи. Мы со многими, кстати, девочками выхожу я на связь по видеосвязи, когда что-то не получается, да. Привет, Людов, привет, привет. Так, а как быть, если миксер без подогрева? Да так же, девочки, я же тоже не всю жизнь работала с миксером подогрева. У меня тоже был миксер, я очень долго работала без такого миксера, нормально справлялась. Работайте с плотными мешочками. У меня девчонки многие работают, все прекрасно. Скоро вернусь домой, руки чешутся. Возвращайся. Добавим еще, у нас белка 60 грамм. Обычно я на максимальной скорости не взбиваю зефир. Это не белковый крем, поэтому лучше зефир на максимальной скорости не взбивать. Если у вас мощный миксер, да, есть такие миксеры Starvin, у кого нет возможности купить Kenwood, вы можете купить Starvin, очень хороший миксер. Левши, девочки, да, девочки, у меня уже было 4 девочек, даже 5, вот в Екатеринбурге была девочка, вот, у меня есть для пиона, единственное, в чем сложность, пион, но у меня есть насадка противоположная, я вожу ее тоже по городам, вот, и я уже научилась делать цветы левой рукой. Обожаю вас и ваши цветочки. Спасибо, Зарема, большое. Привет, Танюша, привет всем. Да, пионы, я тоже имею в виду пионы. Есть у меня насадка, я вам сейчас ее покажу. Она просто крупнее, чем 874, сейчас я покажу. Мне их осталось несколько штук. Мы тоже с девочками делаем пионы левой рукой. Она буквально на 5 миллиметров больше, чем 874. Она противоположная. Чуть больше, но пионы получаются шикардосные просто. Девочки, кто-нибудь из левши есть, кто у меня был на мастер-классе, на очном и на онлайн-курсах? Да, Владимиру, кстати, да, можно, у них девочки, по-моему, заказывали у него левостороннюю закрытую насадку, если я не ошибаюсь, говорил кто-то у меня, девчонки на онлайн-курсе, вот. Если не можете найти, да, они не везде есть, они бывают в китайских наборах, но сейчас очень редко, сейчас этих наборов нету, поэтому у меня вот остаточки еще остались, а так можно заказать Владимиру, он вам сделает все, что угодно. Качество насадок, конечно, у него получше, чем на Алиэкспресс. Вот, мне очень нравятся насадки его. Я буквально вчера делала розы, сейчас покажу, девочки, его насадкой с отогнутым краем. Очень классная насадка, но ей нужно научиться работать. У меня тоже есть программа летняя с его насадками, роза, пион, потом стрелка и помпон. Очень классные цветы получаются. Вот я покажу. Розочки я вчера делала Владимира насадочкой. Вот такие розочки. Они отличаются от обычной насадки, когда делаешь. На онлайн-курсе я своем тоже показываю. И на научных мастер-классах у меня есть программа именно с насадками Владимира. Там у нас, по-моему, 4 или 5 насадок, включенные именно в программу. Старвин тоже с подогревом. Нет, Старвин, девочки, без подогрева, но он очень хорошо взбивает, он мощный. Там даже на всю скорость не нужно включать. Ирина.
Соболь. Привет. Так, сироп мы варим до ниточки. Сейчас я покажу, какая должна быть ниточка. Сейчас проверим. Смотрите, вот они ниточки. Вот, паутинка я еще называю. Вот сейчас вот. Очень хорошо видно, да? Посмотрите. Все, ниточки не падают. Ваш сироп уже готов. Мы его отключаем и ждем, пока белок добьется. Насадку Владимира сейчас покажу. Первый красивый на заднем плане. Я потом поближе покажу. Мы с вами сделаем пионы. И я вам покажу. Привет, привет, Светочка, привет. Екатеринбург. Екатеринбург. Керчь. Красота. Привет всем. Сейчас я покажу. У меня где-то здесь были насадки как раз. Вот насадки Владимира с отогнутым краем 128 у него, со срезанным отогнутым краем. Вот этой насадки очень классные розы. И пион. Вот этот пион с отогнутым краем тоже очень красиво получается. Мы с девчонками делали на летней программе вот из этих насадок, этими насадками цветы. Так, сироп подогреваем. У нас дымки уже почти сбились. Да, цветы чуть-чуть подкрашены, там буквально 2 капли розового красителя. Так, сейчас я покажу белок. Вот он наш белок. Взбился. Видите, плотная консистенция. Но не размотался он у нас по чаше. Я его убавила, он начал наматываться уже на венчик. То есть вы должны сбивать до тех пор, пока у вас не появится рваная. То есть от венчика масса не будет рваться. Сухой белок можно использовать, но я его не использую. Я не люблю сухой белок. Все, мы постепенно вливаем. Я чуть-чуть нагну сейчас, чтобы было видно. Закипело. Очень тонкой струйкой вливаем по краю чаши. Владимира насадки можно немножечко расширить для зефира, чуть-чуть совершенно, да, я их тоже дорабатываю. И обычные насадки я все дорабатываю практически. Раньше они были, то есть хорошо сделаны, сейчас уже идет даже половина брак. Кстати, насадка 874, практически всегда я покупаю ее бракованную. Муж мне ее срезает, делает ровную. Там один край получается выше, лепесток выворачивается. Вот, поэтому у многих девочек получаются пионы вывернутые лепесточки. И потом я ее еще зажимаю, то есть сужаю. Мы сегодня на джеме делаем, девочки. Мы сегодня я перетерла джем. Обычный джем Рико. Потом рецепт я напишу. Взбиваем массу до тех пор, пока не услышите хлопки. То есть тоже будет, кто не слышит хлопки, будет четкий рельеф. Не до пещера. Если вы добьете до пещерок, вы перебьете массу, и вы успеете только отсадить основание. То есть для завитушек вы можете сбивать до пещерок, но не для цветов.
Там один край у нас не осталось, где бракованные. У меня осталось, я потом в конце эфира покажу. Именно 874-ю бракованную насадку. Вот начинает он уже хлопать, зефир. То есть до первых хлопочков, такие хлопки, он будет внутри венчика хлопать или хапать, да, вот такой хоп-хоп, такой будет звук. Кто-то называет его хлюпать, да. Но когда он начнет уже хлюпать, это вы уже тоже перебили. Насадки мы сейчас покажем, девочки. Так, я быстренько уберу пока миксер. Сейчас я покажу бракованную насадку. У меня зефир уже сбитый. Сейчас я вам покажу, смотрите. Вот она бракованная. Сейчас покажу не бракованную. Найти было. Сейчас это принес. Тут столько у меня насадок. Вот. Смотрите, бракованная насадка, если будет видно, вот эта часть выше, чем передняя. Вот она, видите? Вот это брак. Ваш лепесток будет выворачиваться в обратную сторону. Вот эту насадку мы уже срезали, то есть она ровная, спиляли, то есть абсолютно полностью вот эту сторону край спиляли. Это еще не спиленная. Я взбивала на 5. Я выше скорость не делаю. Зефир получается, вот он плотный, хороший. Здесь получается у нас 7 скоростей. Я взбиваю на 5. Я убираю миксер пока. А штатив? А штатив? Потом прочитаешь. Сейчас, пока мы включим штатив, переставим, уберем печку, весы, чтобы нам ничего не мешало. Я пока выложу зефир. У меня вот такой хороший сосуд. Колба, или как ее еще называть. Я сначала выкладываю зефир в мешочек, без насадочки. Что? Вот сюда. Мы потом переставим. Сейчас я пока подготовим штатив, и я выложу все. Пока сделаем основание, а потом переставим просто камеру, чтобы было поближе. Сверху, да? Сделаем белые пионы. Спрашивала, каким цветом будем делать пионы, все промолчали. Белые смотрятся очень классно. Не хочется их никогда красить. Розовые тоже смотрятся. Можно подкрасить только серединку распылителем. Вообще, если вы делаете такие пионы, как мы будем делать сегодня, не красьте желтую серединку, я вас прошу, это некрасиво. Если вы делаете пион с зеленой крестовиной, тогда желтая серединка уместна. А если вы делаете пион просто с травкой, мне кажется, просто некрасиво смотрится. Лучше вы сделаете его однотонный и потом чуть-чуть распылите серединку, да, нежно-розовеньким, но не желтым. И будет очень красиво. Так, я завязываю, ставлю насадку на основание. Остаток я оставила на тычиночке, на травку. Ставим теплый мешочек.
Завяжем его здесь. Сделаем термос. У меня такие классные мешки. Красивые. Я, кстати, потом покажу вам новогодние мешки. У меня ученица моя в Питере шьет мешочки очень классные. Так что кому-то, если нужно в Питере, обращайтесь. Не знаю я. Нажми и заблокируй. Выкладываем травку. Пока травку тоже в мешочек положим, сделаем основание. Я даже еще чуть-чуть добавлю. Можно сделать и без травки тоже пионы. Вы можете сделать, девочки, травку отдельно отходить на бумажечке, а потом уже использовать, приклеивать, то есть на свежий зефир и также работать. Так, мы завяжем, положим пока его в мешочек тепленький, спрячем. Мешочек это ХБ с синтепоном, очень классные, теплые, держат тепло. Я пока заверну в 2 мешка, пока мы основание отсадим. У меня мешков много, я их не жалею. Так что кому надо, в Москве тоже у меня есть мешки. Мы сейчас быстренько прямо здесь поприклеиваем наши бумажечки. У меня много гвоздиков. Много гвоздиков, много кубиков. Очень удобно работать, когда у вас несколько кубиков, да. Можно работать там с пенопластом или с чем-то, с пеноплексом, но неудобно. Потом, когда цветок нужно взять, он очень сильно когда втыкаете гвоздик, да, он прям потом тяжело его вытащить из пенопласта или из пеноплекса. Не знаю, сколько у нас получится, да, мы еще сделаем бутоны, мы сделаем листву, желательно чашелистики на бутончиках, да, чтобы они смотрелись очень красиво. Отдельно, если на листву нам хватит, мы сделаем, да, если не хватит, то у меня есть отдельно сделанная листва, я вам покажу ее, как делать. Так, еще один гвоздик мне нужен. Вот он. Сделаем на 10 кубиков. У меня тут 10 кубиков, 10 гвоздиков. Все, теперь делаем основание. Основания я не хочу делать большие. Вставляем. И делаем небольшое основание. Вот такую башенку, на ней будем делать потом травку. Я не знаю, это на моем надо убирать. Не знаю, я маму позвоню. У меня зефир стоит. Только вас спросил. Делаем основание. Такие аэродромчики, чтобы мы могли осадить травку. Зачем тебе ответить? Его на моем этом удали и все.
раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 получилось. Давайте сделаем 8 и 9 небольшой. Посмотрим, сколько получится у нас, да? Сделаем небольшие. Пиончики желательно делать разные. То есть, если вы делаете, не делаете все одинаковые, да, размером, мне не нравится. Средние, большие, маленькие, бутоны обязательно должны быть. Удали и заблокируй. Переставляю зефир. Насадку 874. Вот она. Пока мы ее положим в мешок, завернем, здесь завяжем сейчас, а здесь спрячем мешочком. Так. Зефир я убрала вот так же, завернула в теплый мешочек. В духовке я не грею. Нет, на мою страницу заходи. Читайте лучше вопросы. Сладкий зефир, держи, куда уже. Я уже ответила. Сделаем травку пока здесь, а потом переставим штатив. Травку делаем широкую. Сейчас я посмотрю. Чуть-чуть постояла у нас. Вот. А потом переставим. Травку отсаживаем. Цепляем только краешек и дергаем вверх, переставая давить. Работаем быстро. У нас зефир, не крем. Слишком длинная трава нам не нужна. Наша травка как раз подстынет, и мы будем делать лепесточки. Можно ее отсадить отдельно. У меня если остается, да, зефир, я беру, отсаживаю травку отдельно на бумажечке. Потому что если вы поддерживаете температуру в духовке, вы нарушаете технологию. Тепло должно быть естественное. Я работаю с плотными мешками, плюс теплым мешком. Можно работать просто с плотными мешками. Брать мешки 100 микрон плотностью с 2 и работать. Есть силиконовые мешки, которые тоже очень хорошо держат тепло. Поэтому огреть в духовке вы нарушаете технологию. Агар уже не термообратим. Как только вы его влили в белки, все. То есть вы уже не можете ничего греть. Вы можете подогреть сироп до того, как влили сироп, его в белки, да? Вы можете его отключить, потом опять нагреть. Вот. Диаметр не знаю, девочки, он там не пишется. Я потом могу номер сказать. У меня очень мелкая травка. Вот, многие думают, что она не подходит для зефира, наоборот, очень тоненькая получается. Вот, есть крупная, которая приходит с Алиэкспресс.
А есть именно мелкая. В китайских, кстати, наборах есть тоже, она широкая в диаметре, да? Она тоже очень хорошая. У меня очень мелкая травка, прям совсем. Получается очень хорошо. Домашний жим сколько добавить? Смотря пектин добавляем, смотря какая у вас ягода, девочки. Чтобы не добавлять пектин, возьмите пополам, смешайте с яблоком. Я раньше так всегда делала. Никуда мне пектин. И на завитушки то же самое, и на цветы. Просто добавляла, допустим, мне нужно 250 грамм пюре, да, я добавляла 100 грамм яблока. Вот на завитушке у меня был один рецепт. Ни по чьим рецептам я не делала завитушки. У меня было 250 грамм пюре, 2 белка, без весов я работала. Была мерная ложка на агар. 10 грамм агара на 2 белка. И 250 грамм пюре. Вот по такому рецепту я делала всегда все свои завитушки. Делала 100 грамм яблока и 150 грамм другого пюре. Или ягодного, или фруктового. И до сих пор я завитушки так делаю. Вот, поэтому используйте яблочко, если затрудняетесь. Потому что, объясню, пектин тоже, если вы его переборщите, будет плохо. Пектин съедает белок, если его много. Если его мало, вы не запектините, да, у вас останется жидкость в пюре. А ягода, которая переспелая, и фрукты, которые переспелые, даже те же яблоки, они уже практически не содержат пектина. Вот, сейчас я еще одну возьму. Сколько у меня получилось там? Ну ладно, я сейчас отдельно, кстати, травку отсажу. Вот о чем я говорила, у меня травки осталось здесь много. Сейчас покажу, как ее можно отсадить отдельно, да? Давайте уже так. Мы просто отсаживаем кучки, да, кругленькие кучки. Вы можете на бутончики, на маленькие тоже это сделать. На большие. То есть потом все это использовать. Положили в контейнер, да, накрыли крышечкой и храните. Вот я сделаю больше, сделаю меньше. Вот, 2 я сделала, у меня просто остался здесь зефир. Я не люблю выкидывать зефир. Использую всегда все до последней капли. Никогда его не грею, не сохраняю нигде в духовках. Научитесь работать с плотными мешками, и все будет хорошо. Не нужно вам ничего греть. Не будете портить свой зефир всякими духовками, мультиварками, да, и водяными баньками. Все, еще одну травку сделаем. Даже 2. И будем отсаживать листики. Когда работаете с травкой, вытирайте насадочку. Главное не втыкать полностью, не давить до последнего. Переставайте вовремя давить, когда отрываете, и все. У многих проблема с травкой. И еще, наверное, одна. Все, последнее. Этот пион вообще, я считаю, что самый такой легкий, да. Его удобно делать одной массой. Не нужно делать отдельно там зеленые, желтые серединки. Все, печенки мы сделали. Берем наш мешок. Ты мне переставишь камеру? Насадки травки замерзает зефир. Нет, у меня не замерз. Переставь мне камеру. Хорошо. Да. Сейчас переставим камеру. Вниз нагнем. Немножечко вас потрясу.
Так. Все. Поставлю стул. Берем травку, мешочек. Что? Так, вроде бы все, да? Сейчас посмотрим, будет видно или нет цветочек. Ближе сюда подвину. Так, убираем один мешок. Зефир у нас теплый. Так, салфетку. И будем поочередно делать наши. Посмотрим, насколько у нас хватит. Не будем делать слишком пушистые. Смотрите, первые лепесточки. Мы немножко сделаем ободок. Пятка у нас внизу. Насадка 874. Я ничего, правда, здесь не вижу. Ну, я думаю, что видно. Девочки, все видно хорошо. Вот здесь, да? Видно. Первые мы делаем лепесточки. Мы не делаем нахлест. Это уже будет пионовидная роза. Мы вставляем насадку вовнутрь, прям стараемся на травку. Вставили пятку, приподняли острый кончик и прокрутили гвоздик. Главное не делать это внахлёст. Вам нужно нажимом поднять лепесток, то есть, чтобы ваша середина была выше, чем травка. Получить вот такой бутончик. Пока поставим. Возьмем другой. Делаем то же самое. Мы постараемся сделать букетик. Первый поставили, чтобы у нас ряд немножечко подстыл. А потом будем продолжать. Что ты так тихо читаешь? Я тебя тоже не слышу. Под букетницу полукруглую, девочки, я беру пеноплекс 4 или 5 сантиметров и вырезаем ее полукругом. То есть закругляем основание круглое. Это у меня делает Тамерлан. А я уже делаю пленочку. Мне не нравится, когда делают на прямой подложке аэродромы. Я не люблю. Можно на них тоже, да, сделать шапочкой, но все равно это получается меньше у вас букетик. Я люблю, когда букеты большие. Маленькие можно делать, но опять же, это я не делаю маленькие. Но тоже делаю полукруглые. Единственное, можно в тюльпаны, да, если вы из насадок делаете тюльпаны, даже не из насадок, кто у нас, девочки, да, мы делаем тюльпаны насадкой другой, тоже можно делать, если вы делаете круглую упаковку, то можно делать прямую. А если такие цветы, как букеты, да, разнообразие цветов, то, конечно, лучше делайте объемную. Букет смотрится естественно, шапочкой. Вот такие должны быть получаться серединочки, да. Лепесток смотрит вовнутрь. То есть насадочку наклоняем прям в травку, острый кончик. Крутим гвоздик обязательно. Если вы не крутите гвоздик, то у вас не получатся цветы красивые. Научитесь крутить гвоздик, и все будет хорошо. Кто левша, можно работать левой рукой, да, то же самое, только с другой стороны. Насадка для левши я делала в Москве. У меня девочка была левша, в Челябинске, в Казани.
Потом еще вот в Екатеринбурге здесь, но мы пион, правда, не делали. Мы только на креме, я показала, попробовали. Вот так у меня уже девочки были. Сейчас я пока ничего не покажу, потому что мы делаем цветы. Позже я покажу. 874. Смотрите, можно больше не поднимать. Если у вас получилась травка в серединке, можно не поднимать пиончик, так и оставить. А можно и поднять. Мы некоторые поднимем выше, сделаем, некоторые не будем поднимать, сделаем уже продолжение. Да? Теперь мы будем постепенно спускаться ниже. Пяточку вставляем и не отрываем, прокручиваем гвоздик. Острый кончик смотрит наружу. Смотрите, между двух лепесточков вставляем и чуть-чуть мембранным движением спускаемся вниз. Теперь изнутри то же самое делаем. Стараемся первые лепестки огромные не делать, чтобы ваши пионы не были громадными, чтобы вы смогли из одной массы сделать букет. И теперь то же самое делаем между двух лепестков, практически до конца, только оставляем основание чуть-чуть, около сантиметра, чтобы вы смогли ваши цветы поставить в букетик, да, не поломая лепесточков. Если вы отсадите пиончик до конца, то вы не сможете поставить, вы травмируете лепесточки. Я уже потом это называю зря отсаженный зефир. Так, вот, да, все. На другом телефоне у нас запоздалый эфир идет, поэтому не видно. Ну, уже повернула, что читаешь? Вот такой получается пиончик. Мы сейчас все сделаем, а потом я покажу. Сколько получится, не знаю. Стараемся делать небольшие. Не будем поднимать высоту, потому что у меня травка на всех пионах ниже, да? Если у вас травка получилась выше, то вам нужно еще немножечко нарастить высоту. Нам не нужно наращивать высоту. Ну, потому что тоже запоздалая, и уже все видно хорошо. Одно и то же не читать. Главное, сильно не давить на мешок. Многие очень сильно давят на мешок. Не отрывать пяточку и ехать пяткой по основанию. Получится все хорошо. У нас пиончики небольшие. Ставим сюда. Не знаю, сколько получится, посмотрим. Сейчас хорошо видно-то. Ну вот же у тебя. Ну. Сейчас хорошо видно, девочки? У нас на другом телефоне на обоих запоздалый эфир получается. Видно, да? Вроде бы уже сдвинулась. Вот такие небольшие у нас аккуратненькие пионы. Мы не делаем пионы громадные. Много, наверное, я сделала оснований.
Мы, может быть, все делать не будем. Сделаем бутоны, потому что бутоны нужны. Лепестки отсаживаем чуть-чуть, начинаем сверху и слегка уходим вниз. То есть не под прямым углом мы, да, все это накручиваем на пион. Следующий лепесток вставляем изнутри, не внахлёст. Я не люблю, когда пионы делают внахлёст. Именно такие пионы, да, с травкой. Они смотрятся некрасиво, как будто роза пионовидная. Я даже розы не делаю внахлёст, да, вы, думаю, заметили на прошлом эфире, что я розы внахлёст не делаю. Поэтому розы... Это нужно нам камеру по-другому переворачивать. Не левой, девочки. Я делаю правой. Эта камера зеркалит, поэтому кажется, что левой. Мы вставляем пяточку, вставляем, поднимаем острый кончик и чуть-чуть спускаемся вниз. Но пятку не отрывая, то есть вообще не отрывая, едем по основанию, я не знаю, так видно, нет. Едем по основанию. Пионов, конечно, большое множество. Их можно делать по-разному. Поэтому кому как удобно, кому как нравится. Я не знаю, так видно, не видно. Главное сильно не давить, чтобы не были громадные лепестки. И цветы ваши были маленькие, аккуратные. У нас раз, два, три, четыре, пять. 5 пока. Так, возьмем небольшой, вот этот. 6. Я думаю, мы сделаем еще штучек 5 бутончиков все-таки. И чуть-чуть листву хотя бы на чашелистиках. Хотя бы чашелистики, вернее, на бутонах. На самих пионах не будем делать. Чтобы нам хватило массы. Потом перевернем камеру, покажу, да, что у нас получилось. Пионы белые, на белом столе, я не знаю, видно, нет? Вот там что-то тормознулся, я говорю, или что? Так. Еще возьмем. 6, 7. Ножку я не дорабатываю. Если у вас больше массы, да, вы можете сделать ножки, но мы делаем маленькие пиончики, аккуратненькие, чтобы у нас получился целый букетик. Я потом соберу букет, так же, как из розочек. Видно, да? Вот последние. Просто боюсь, чтобы не упал цветочек. Просто пяточкой изнутри предыдущего лепесточка мы делаем наши лепестки в шахматном порядке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте оставим 7, потому что у нас массы чуть-чуть. 2 пиона вот у нас остается. Мы сделаем бутоны. Можно было доделать, но хочется сделать бутончики. Сделаем чуть-чуть бутоны. Я сейчас подгоню немножко массу.
И остаточки сделаем чешелистики. Покрасим мешочки, если хватит нам, конечно. Думаю, хватит. Я сейчас сделаю всего лишь 3 бутончика. Много мы отсадили, наверное, на травку, да? Смотрите, бутончики. Нам много массы на нее не нужно. Делаем вот такое основание небольшое. И буквально 3-4 лепесточка прокручиваем немножечко хвостик. И прям поверх лепесточков отсаживаем вот такие основания, да, нахлёст лепесточки. Получаем вот такой бутончик. Посмотрим, сколько у нас получится, да. Хочется листики сделать, не знаю, наверное, листиков не хватит. Давайте 2 сделаем уже. У меня сейчас я покажу готовые бутоны. Где-то у меня, кстати, здесь готовые бутоны есть. Если что, мы их добавим. В контейнере у меня есть бутоны. Ну, видите, мы сколько работаем, девочки. У нас масса не схватилась. Все хорошо. Вот. Поправим чуть-чуть. Вот такие бутончики. Давайте чуть-чуть все-таки покрасим массу. Я вам покажу готовый бутон. У меня есть. Пустой мешочек я сейчас возьму. На травку я много массы отсадила, жалко. Налью красителя в мешок, прям в мешок, и выдавлю остатки массы. У меня болотный цвет. И чуть-чуть добавлю лайма. Прям в пакетик. Смотрите, выдавливаем остатки. Вы можете сделать, конечно, отдельно. С прокрашенным пакетиком красным можете покрасить. Я на том эфире показывала, да, как это делается. Пакетик прокрашиваете кисточкой. Сейчас надавим. Можете отдельно сделать массу на 20 грамм, да, и отсадить лепесточки. Все, видите, всю массу мы выработали, ничего у нас не застыло. Мы сейчас покрасим прямо здесь. Я просто покажу, как сделать именно чешелистики на бутонах. На бутонах желательно сделать их обычной насадочкой листиком. Для розочки у меня 128-я. Можете взять меньше. И готовые бутоны сейчас тоже покажу. Они смотрятся просто шикарно. Не знаю. У нас ничего не виснет. Отрезаем. И вставляем в насадку. Берем мешок. Отрезаем. И выдавим сюда зеленый зефир. Все, смотрите, как мы будем делать чешелистики. Сейчас я возьму еще один гвоздик.
Так, тут у меня нет гвоздика, вот он. Смотрите. Ставим наш пиончик. И делаем буквально 3 листика, шиши-листика. У меня немножечко совсем массы. С 3 сторон ставим насадочку. Да, краситель топ-декор. Смотрите, вот такой лепесточек. И таких мы будем делать 3 штуки. У топ-декора очень классные сейчас красители, да, очень много. Разнообразие цветов. Посмотрите, вот мы сделали листики. Возьмем еще один. И чуть-чуть у нас осталось, еще покажу, да, небольшие. Когда у вас бутончики застынут, вы потом их подожмете, да, если у вас что-то там внизу вам не нравится, как они выглядят. Если широко получилось, можно все это припудрить и потом поджать. Смотрите, как делать листики именно на таких пионах я покажу. У меня немножко осталось, я на одном пиончике покажу. Вам не нужна большая листва, да, вы можете вообще их не делать, а сделать отдельно. Вот, вставляем прям вот такую же насадочку между лепесточками, ставили пяточку и сюда немножечко раз, вот такую небольшую волнушечку сделали, да, получается листик. Чуть-чуть, чтобы выглядывало. И так только в 3 местах. Вставляем здесь, слегка, чтобы было видно, совсем вот такие ушки небольшие. И вот здесь. Все, получается красивый пиончик. Чуть-чуть листики выглядывают, много нам не нужно. Будет этого достаточно. Еще у меня есть, давайте еще сейчас сделаем на одном. А так отдельно я сейчас покажу, как листики. Я как-то на одном эфире показывала, я не знаю, кто смотрел, нет. Где-то, наверное, на марафоне, как делать разную листву. Вот, сделали 3 штучки. Посмотрим, еще будет, нет у нас тут. Чуть-чуть что-то есть, да? Есть. Ну вот еще немножко нам даже хватило на листву. То есть маленькие листики совершенно, не нужно вам большие. Давайте еще здесь. Нужно было взбивать больше белка. Еще хотела я взбить больше белка, чтобы сделать больше пионов, но пионы не розы. На них уходит немножко больше зефира на основание и на сам цветок, да, на лепесточки. Покажите подращивание серединки. Что? Покажите подращивание серединки. Не поняла вопроса, если честно. Подкрашиваем. Мы не красили серединочку. Так, вот такие пиончики у нас получились. Не поняла я вопроса, кто задавал вопрос. Может быть, как-то его сформулировать по-другому. Я также покрасил остаток массы, она получилась рыхлая. Ну, у меня нет, посмотрите, она у нас гладенькая. Ну, значит, вы просто не успели. Вот, масса гладенькая, она не рыхлая. Она только что блестит, да, вот она блестит, потому что там краситель. Вот, вы можете сделать отдельно, она застынет, подсохнет даже, да, она хорошо застывает тоже. И потом вы припудриваете слегка и уже можете поджать ваш цветочек.
Ну вот завтра соберу букетик, когда стабилизируется, и все будет хорошо. Просто вы немножко не успели, я думаю. А так можете отдельно сделать. Если вы не успеваете, сделайте отдельно. Вот у нас получилось. Смотрите, сколько пиончиков. Бутончика, правда, 2. Я сейчас вам покажу готовые бутоны. Вот. Видно? Нет? Не видно? Или запаздывает? Так. Видно, да? И вот такие у нас бутоны еще получились. Вот, даже можно вот сюда поставить, все видно. Небольшие у меня получились 7 пионов. И 2 у меня недоделанных пиончика. Очень жалко. Если бы я не отсадила больше травки, да, то есть мы травку еще отсадили. Можно доделать и сделать еще. А вот. Красить не будет. Мы сейчас чуть-чуть можем розовым припудрить серединочку. Совершенно чуть-чуть. Сейчас я достану краситель. Девушка хочет, чтобы показали, как можно подкрасить серединку чутка. Понятно. Мы не поняли. Сейчас я достану краситель. Мы слегка немножечко припылим, но не весь цветок, а именно чуть-чуть серединочку. Возьмем цветочек, обязательно наклоняем цветочек, вот, не краситель переворачиваем кверху головой, да, а именно цветочек. И слегка, у меня краситель российский, чуть-чуть прям в серединку, не знаю, видно или не видно, видно, да? Мы сделаем чуть-чуть прям нежненький, да? Получится вот так. Слегка здесь захватим, чтобы не выглядел он просто ядреной серединой. Потом он у нас еще запудрится сахарной пудрой. А вообще мне больше нравится белый. У меня тут сзади меня есть белые пионы. Они смотрятся красивее. Получается вот так. Чуть-чуть. Не хочется слишком сильно. Надоели яркие краски. Осень кончилась. Почти. Все. Настала зима. Делаем белые цветы, нежные цветы. Пустую подбукетницу, что ли? Или основание? Я могу показать основание у меня вырезанное, закругленное. Готовой подбукетницы у меня нет пустой. Основание там в таком комнате есть. Анварчика попросили, Турпола, они принесут. Пеноплекс. Без шпажек у меня есть готовые, вырезанные, закругленные. Я сейчас покажу. Так, думаю, видно, да? Мне просто не видно с этой стороны, кажется, все темно. Сейчас мы камеру переставим, девочки, я все покажу. Давайте покрасим цветочки, да, быстренько. Докрасим. Смотрите, какой маленький пиончик, да? Пионы не всегда... Многие думают, что большой насадкой можно сделать огромные только цветы. Нет, девочки, вот маленький-маленький пион. Он маленький, очень. Я его сейчас сниму, да, с этого, с бумажечки и положу на руку. Вы посмотрите, что он небольшой. Сейчас покажу. Вот, смотрите, он у нас уже застыл. Я даже не могу его снять с бумажки. Смотрите, вот он пиончик.
Пиончик маленький, то есть у меня ладошка больше намного, да. Многие думают, что огромные только цветы можно сделать. Нет, большими насадками можно сделать маленькие аккуратные цветы. Поэтому просто много давят на мешок, да, выдавливают много очень массы. Поэтому получаются огромные цветы. Белым? Можно, кстати, да, не один, а пусть будет 3. Ой, 2. 2 штуки оставим, пусть будет беленький. Мне тоже нравится беленький. Бутоны у нас будут беленькие. Я сейчас покажу готовые бутоны, кстати. Где-то они у меня здесь. Уже с чашелистиками. В контейнере лежат. Я вчера делала букет. У меня оставались бутоны. Вот они. Я вам сейчас их покажу. У них тоже сделаем букетик. Как раз у меня 4 бутончика есть. Смотрите, какие бутончики вот получаются. Смотрите, мы их сделали. Они у нас стабилизировались. Руки у меня зеленые. Мы потом аккуратненько поджимаем. Они мягенькие, они уже послушные, да? Поджимаем. Вот таким образом получаем маленькие шарики, да, как настоящие бутоны пионов. Вот, поджали. У меня еще не до конца, не зажаты. И получили хорошие вот такие маленькие шарики. Я краешки окрасила красным красителем в пакетике. Получили красивые вот такие вот, как настоящие. Думаю, понятно, да, по бутончикам? Краситель-распылитель вот такой российский, фанси, мягкие очень тюбики. Я недавно выставляла в сторис, что в магазинах крафтологии есть такие красители. Можно их приобрести. Так, что, переставляем камеру? Вот это надо повернуть. Давай я сама. Не убери этот контейнер. Все. Сейчас я переставлю камеру. Чуть-чуть вас потрясу. Надо на зарядку включить. Ой. Сейчас. Не могу расширить. Да не надо подвигать камеру. Расширить. Боюсь убрать звук. Все. Все, я думаю, видно, да? Меня видно. Меня видно. Цветы видно. Даже чуть-чуть наклоним. Вот так, да? Немножечко наклоним. Так, а теперь, если есть вопросы, я даже могу почитать на закрытую коробочку хлопка. Может быть, да, ну такой вот получается красивый, маленький, красивый. Сейчас я покажу букет. Основание. Так, смотрите, вот он пеноплекс. Вот он пеноплекс. Я вырезаю круг и закругляем. Видите, у меня 5 сантиметров, да, у нас лежит? И вот так ножом закругляю. То есть она получается не прямая, а именно полукруглая. И на вот таком основании я делаю букеты. Мои букеты не прямые аэродромы, а именно вот такие шарообразные получаются. Волшебно. Спасибо, Любочка, большое. Вот. Я думаю, понятно, да? У меня нету вставленной шпажки. Вот. Готовые. Вот есть только такие болванки. Болванки я их называю. Этот розовый краситель нежный, китайский очень ядреный. Да, вот, китайский очень ядреный. На Озоне и на, по-моему, на Вальберес тоже они есть сейчас. Они сейчас во всех кондитерских магазинах, девочки.
Вот, здравствуйте, скажите, пожалуйста, мешочки просто из ткани? Нет, здесь ткань внутри и снаружи, и между ними синтепон, тоненький синтепон. Цветочек сбоку. Сейчас, девочки, покажу цветочки сбоку. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, получается вот такой цветочек. Сверху сейчас покажу с листиками, беленький. Вот он, беленький получается. На камере кажется, такие они большие, они маленькие. Это маленькие цветочки, вот такие они красивые получаются сбоку. Внутри травка, тоже очень красиво. Ну и розовые, и белые смотрятся красиво. Мне больше нравятся, конечно, белые цветочки. Вот он вообще маленький, то есть очень красивый такой лепесток. Главное ближе делать листики, да, и будет очень аккуратно и красиво. Вот маленький еще меньше цветочек. Меньше, чем тот даже. Получается вот такая красота. Думаю, красиво, да? Видно. Белые, да, мне нравится больше. Мне тоже нравятся белые. В букете смотрится, сейчас я вам покажу, как сам букет. У меня есть здесь букетик с пионами. Как будто побывали опять на живом мастер-классе. Лена, привет. Да. Скажите, пожалуйста, еще, как называется краситель-распылитель? Он называется, сейчас я покажу. Фанси. Фанси, это, правда, уже стертая она. Они не такие ядреные, вот, и очень мягкие тюбики. Очень классные. Сейчас я покажу пиончики побольше здесь у меня. Смотрите, у меня здесь с нежными розочками белые пионы. Посмотрите, смотрятся шикарно. Белые пионы очень классно смотрятся. Вот. И розовые, нежно-розовые розы. Вот. Ничего яркого, все красиво. Так, Амина, у вас хризантемы очень красиво окрашенные. Как сделать? Я по-разному делаю хризантемы, окрашиваю. Бывает массу немножко, бывает распылителем. Вот. То есть белые, да, белые это шикардос. Мне очень нравятся белые, но это большие, это побольше пионы. Мы с вами делали маленькие, смотрите. Вот, вместе, на фоне вот этих, вот, этот вроде поменьше, но окажется большой. Или так вот на камеру, да, видно, что кажется он большой, но они очень маленькие. Здесь у меня в букете намного больше, здесь розочки маленькие, вот, а пионы большие. Этот пион вообще самый легкий, вот, который можно показать. Так, они вкусные, вкусные. А, краски вообще безвкусные, девочки. Я думала, цветы вкусные. Цветы вкусные. Вот цветы окрашены сверху распылителем. Просто распылителем. То есть они светлые. У меня здесь малиновый краситель, красный и розовый. Они вполне съедобные, поэтому вкуса не имеют никакого. Сколько получилось из одного замеса? Из одного замеса мы сделали 7 пиончиков, 2 бутончика, но еще 2 недоделанных пиона. Просто у меня травка, да, мы травки еще сделали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кучек. Вот, вот так выглядят окрашенные, да, красные, яркие, внутри зефир белый полностью. Для зефира лучше инвертный сироп, чем глюкозный. Фиксируют цветы, я фиксирую на зубочистках. Сейчас я покажу окрашенные в массе розы. Тут чуть-чуть ярче. Этот огромный букет. Смотрите, какой он большой. Тут основание, я не знаю какое, не помню. Здесь розочки окрашены в массе топ-декором, фуксией. Здесь я не распыляла. Вот. И у нас получаются гортензии клубничный зефир или вишневый. И чуть-чуть распылила серединочки. Вот. Этот вот в массе розы окрашена. Но мне не нравится в массе.
Так вроде бы красиво, но неестественно. Я люблю сухим красителем, естественно, распылить, чтобы был плавный переход. Я вижу, что у тебя сковородка. Вот он наш новогодний. Здесь у нас тоже гортензии, ранункулюсы, хлопок, шишки, хризантемы. Мы делаем игольчатые, пушистые, которые очень легко делаются. Так что, девочки, если хотите, еще мы включили пион. Пион у нас теперь в новогодней программе. Если по успеваемости мы делаем в научном мастер-классе еще цветы другие, я показывала девочкам и тюльпаны, и другие цветы. Поэтому приходите, кто хочет научиться, научим делать красоту. Сейчас померяем, по-моему, 23 сантиметра. Сейчас я померяю, линеечка у меня есть. Вот такие мы делаем на мастер-классе. Да, 23 сантиметра. Вот, 23 сантиметра это просто круг получается. Даже 23,5, 24. Мы на мастер-классах делаем большие букеты. Вот, плюс он полукруглый. У вас букет получается не 23-24 сантиметра, а 50. То есть вот такой огромный букет. Вот как пионы вот эти. Он получается просто большой. Здесь тоже, по-моему, 23 сантиметра. Это та же подбукетница. И вот этот новогодний тоже 23 сантиметра. То есть он получается большой. 45, где-то 50 сантиметров в диаметре. Вот. Мы делаем большие букеты. Что показать? Каких пухнастиков? Хризантемки, что ли? А мы свой новогодний с Казани скушали с семьей. Оля, как ты могла? Ты хотела его на память оставить, я помню. Вот. Я еще не выставляла Казань. А вот, завтра выставлю Казань, где у девочек шикарные просто букеты. Красивучие. Вот. Почти все были с нуля практически. Вот. Оля у нас только была, да, моя онлайн-ученица. Так, делайте только красителем или еще ягодное пюре. Ягодным пюре. Девочки, формулируйте вопрос правильно. Я не понимаю, что вы пишете. Вот. А травка, какой номер? Она у меня, по-моему, без номера. Травка. Я сейчас посмотрю. Что-то какой-то там 80 какой-то, если я не ошибаюсь. На каком-то есть написано травка, на каком номер, на каком-то не написано. Я, кстати, вставляла 2 травки. Ты не видел, еще одна была вставлена? Не вижу уже. Я на всякий случай вставляю 2 травки всегда, потому что одна может застрять что-нибудь, да? Потому что очень мелкая она. Не знаю, девочки, где травка. Хотела показать номер, но не найду уже. Куда-то я ее зашвырнула уже. Там без этого. Там грязная она. Зефирия. А то у меня я 2 одевала. Вот, сейчас я посмотрю. Нет, у меня номера нету. Тут просто они закладывают все этими бумажками. Может быть, есть бумажки отмываются. Мы их вот несколько раз пытаемся смыть. Нет, не написано номер, она вообще без номера, очень мелкая насадка. Получается, почему? Мы тоже делали на ягодном. Вы можете сделать вишневый, да, вы можете сделать там черно-смородина, он такой достаточно яркий цвет. Мы же делали светлое у нас была груша-манго. Манго-груша или что там. Поэтому у нас беленький зефир получается. Немножко какие цветы делаете на онлайн-курсе? На онлайн-курсе у нас очень много цветов. Вот, мы делаем, если делаем розы, то разные, пионы тоже разные, хризантемы тоже все, которые я делаю, хризантемы.
Там очень много и орхидеи, и лилии, и тюльпаны, и нарциссы, и ромашки, и сирень полностью букет от начала до конца. Кому интересна программа, можете мне написать, и я вам расскажу. Только так, камина варенье из айвы хорошо для зефира. Шикарно вообще, Лена. Из айвы вообще шикарнейший зефир. Он настолько плотный получается и вкусный. Вот, очень хорошо. Взбивается без яблока, без ничего. Но его лучше скомбинировать, потому что он очень плотный такой. И он получается крупинками. Даже если вы его перетрете, все равно какие-то вот крупиночки остаются. Диаметр пиона. Сейчас посмотрим. Сейчас, кстати, да, померим, который вот больше пиончик, да, у нас получился 8,5 сантиметров. Вот, и маленький. Получается 7, чуть-чуть поменьше. Ну, здесь за счет лепесточков, а так они, кажется, прям вообще маленькие по сравнению с теми, что у меня в букете там, да. Эти вообще малыши. Да, этот 8. Этот, по-моему, 9. Ну, не 15, да, 16. Когда делаем огромный. 15-16 сантиметров в диаметре можно продавать отдельно. Я продавала отдельно. А что у вас за бумажка на гвоздике? Это в обычные для записи бумажки. Вот такие. Можно брать в канцелярских магазинах. Очень удобно. И бумажки из Леонардо. Да, девочки, бумажки из Леонардо. Вот мы берем большую. Сейчас покажу вам упаковку. Она огромная. Вот такая вот синяя, 90 на 90. Блок бумажный для записей. А, не, 80 грамм здесь написано мне. А бумажка сама, по-моему, 90 на 90. Да, 9 на 9 сантиметров. Вот, очень удобно. Их очень много. Вам надолго хватит. Зефир на ней хорошо тоже стабилизируется. Цветы креплю я зубочистками. Вот, это, по-моему, уже все